Привет, армия. Неужели BTS уже не так сильны, как раньше? Почему Тэхён все реже появляется в грандиозных планах BTS? И действительно ли Чингук проявляет беспрецедентный гнев? В стенах крупнейшего южнокорейского агентства произошел шокирующий эмоциональный всплеск. Пока армия все еще ждала полноценного камбэка BTS, появились неожиданные новости. HYBE, как утверждается, постепенно вытесняют Ким Тэхёна, более известного как Ви, из группы, сделавшей их знаменитыми. Однако какие доказательства подтверждают это обвинение? И почему Чингука называют человеком, который никогда не сдается? Эта новость не просто слух. Несколько внутренних источников, опрошенных южнокорейскими СМИ, выявили явные признаки того, что Тэхёна отстраняют от принятия многих важных решений группы, от его отсутствия на нескольких стратегических встречах до сокращения индивидуальных промоушенов и ограничений на зарубежную деятельность, которая ранее была весьма свободной. Еще более удивительно, что бывший сотрудник HYBE, пожелавший остаться анонимным, заявил, что эти изменения были систематическими и структурированными, ссылаясь на рыночную ориентацию. Но что действительно шокировало мир развлечений, так это новость о гневе Чингука. Молодой айдол, известный своим хладнокровием, внезапно проявил эмоциональную реакцию, обсуждая судьбу Тэхёна на закрытой встрече, информация о которой попала в СМИ. Согласно сообщению Media Dispatch, Чингук решительно усомнился в решении руководства больше не привлекать Тэхёна к участию в нескольких крупных проектах. «Если это не касается всех нас, то это не касается BTS», предположительно, произнес Чингук, заставив всех замолчать. Никто не ожидал, что Чингук, обычно избегающий конфронтации, открыто выступит против руководства, и общественность начала обращать внимание на неловкость, на которую раньше не обращали внимания. Некоторые пользователи сети составили собственную хронологию событий, указывая на признаки того, что Тэхён постепенно маргинализируется на фоне мейнстрима BTS с середины прошлого года. Одним из таких примеров является решение HYBE исключить его из нескольких важных глобальных коллабораций, несмотря на то, что Тэхён был в расцвете сил как личность, имея за плечами ряд впечатляющих сольных достижений. Однако достаточно ли всего этого, чтобы обвинить HYBE в использовании схемы исключения? Утечка документа, предположительно исходящего из HYBE, свидетельствует о том, что компания хотела сосредоточиться на участниках, которых считала более коммерчески перспективными. Хотя его имя не было упомянуто напрямую, многие восприняли это как сигнал о том, что Тэхён не соответствует глобальной брендинговой стратегии HYBE. Это мнение сразу же вызвало протест со стороны миллионов поклонников по всему миру, которые потребовали прозрачных объяснений и задали вопрос, как агентство, делающее акцент на единстве, теперь может быть обвинено в подрыве этого движения изнутри. Тем временем, поведение Чингука после инцидента также подверглось тщательному анализу. На нескольких публичных выступлениях он выглядел более серьезным и сдержанным. В прямом эфире Чингук сказал: «Есть вещи, которые я не могу сказать, но я хочу, чтобы вы знали, не все, что вы видите, то, чем кажется». Это заявление было немедленно истолковано как выражение разочарования внутренними проблемами. Он даже, как сообщается, отклонил глобальный рекламный проект, предложенный HYBE эксклюзивно, сославшись на просьбу об участии всех участников группы или вообще без участия. Этот шаг был воспринят как тонкий, но твердый акт неповиновения. Это был не просто вопрос солидарности, он послал мощный сигнал: BTS не были бы BTS без Тэхёна. Некоторые обозреватели в индустрии сравнили позицию Чингука с бойкотом бизнеса, крайней мерой, принимаемой только тогда, когда ценности не подлежат обсуждению. Теперь возникает вопрос, является ли это признаком разногласий между BTS и их менеджментом или всего лишь небольшим препятствием на их долгом пути? Одно можно сказать наверняка: внимание больше не сосредоточено исключительно на их музыке и достижениях. Речь также идет о будущем группы, ставшей символом единства и надежды. Может ли HYBE переформатировать BTS, жертвуя одним из участников ради более прибыльной рыночной истории? Если да, то как отреагируют остальные? Судебные спекуляции множатся, некоторые аналитики даже считают, что сольные стратегии участников в последние несколько лет были способом добиться индивидуальной популярности, и если кто-то из участников не соответствует требованиям, его постепенно уберут.
Этот сценарий, если он будет доказан, может стать одной из самых спорных манипуляций в истории К-поп. Но среди всего этого один голос остается неуслышанным – голос Тэхёна. На сегодняшний день Ви не делал официальных заявлений, но его личные посты в социальных сетях интерпретируются как глубоко эмоциональные сигналы. В своей истории в Инстаграм он написал: «Если тебя вынуждают уйти в отставку, то не потому, что ты слаб, а потому, что они боятся твоей силы». Эта цитата стала вирусной и была интерпретирована как проявление сдерживаемого гнева. Это уже не просто конфликт между артистом и агентством, это борьба за сохранение идентичности в условиях все более холодной и коммерческой системы. HYBE, возможно, и является гигантом, который поднял BTS на вершину мира, но участники группы не марионетки, которыми можно манипулировать по своему усмотрению, они друзья, семья и люди, которые росли вместе более десятилетия. Если действительно предпринимаются систематические попытки устранить кого-то из них, общественность заслуживает знать всю правду. Однако, несмотря на все домыслы и эмоциональные нарративы, важно сделать глубокий вдох и взглянуть на вещи ясно и объективно. На самом деле, нет никаких убедительных доказательств того, что HYBE пытается исключить Тэхёна из BTS или что Чингук действительно разгневан. Большая часть информации исходит из интерпретаций фанатов, анонимных слухов и цитат, вырванных из контекста. Южнокорейская индустрия развлечений невероятно сложна. Каждое управленческое решение зависит от множества факторов, от глобальной стратегии, контрактов, здравоохранения до военной службы. Отсутствие Тэхёна в нескольких промоушенах не является признаком исключения. Он исполняет обязанности по службе, военный устав запрещает публичную деятельность, и это в равной степени относится ко всем артистам. Так называемая «гневная реакция» Чингука никогда не была подтверждена. Нет никаких официальных заявлений, видео или документов, подтверждающих это заявление, есть только предположения и интерпретации. Во всех официальных интервью Чингук неизменно выражал поддержку всем участникам, включая свое агентство. BTS остаются сильными благодаря единству своих 7 участников. HYBE, безусловно, понимает, что исключение любого из них будет контрпродуктивным, как с точки зрения имиджа, так и с финансовой. Большая часть страхов проистекает из недостатка четкой информации и из того, что социальные сети часто преувеличивают факты, не придавая им значения. Поэтому, как ARMY, мы должны быть более разборчивыми в обработке информации, различая факты и эмоции. Нет никаких конкретных, достоверных доказательств того, что HYBE пытается исключить Тэхёна из BTS или что Чингук находится в серьезном конфликте со своим агентством. Что нам нужно сделать сейчас, так это дать участникам возможность выполнить свои национальные обязанности и верить, что наследие BTS будет сохранено профессионально и с душой. Сейчас мир затаил дыхание. Это просто очередная буря в истории BTS? Или за грандиозными кулисами корейской индустрии развлечений скрывается нечто гораздо более глубокое, гораздо более темное? Ясно одно, если Чингук действительно поддерживает Тэхёна, то это больше, чем просто истерика. Это настоящая любовь, солидарность, которую нельзя купить, и послание, которое невозможно игнорировать. BTS — не BTS без одного из нас. И всем ARMY по всему миру, которые никогда не переставали верить, мы знаем. Настоящая любовь никогда не будет исключена из этой истории. Тэхён всегда будет частью BTS. Как на сцене, так и в их сердцах. Мы пока не знаем, чем закончится эта история. Но одно можно сказать наверняка: мы будем здесь, с ними. До самого конца. You ain't easy, it was built to be rough, but that's what makes a personality.